Японская компания Subaru представила компактное спортивное купе BRZ второго поколения. Автомобиль получил усовершенствованное шасси и новый, более мощный атмосферный двигатель, подретушированную внешность и современную электронику. Сам производитель характеризует изменения как смену поколений. Однако двухдверка сохранила прежнюю архитектуру и узнаваемый силуэт. Облику спорткара добавили агрессии. Более рельефный кузов обзавелся новыми воздуховодами. Прорезь на передних крыльях отводит воздух из-под капота и крыльев, направляя его на своего рода спойлер на пороге, создающий прижимную силу. Более узкая кабина плавно переходит в стекло и покрупневший дактейл-спойлер. Изменениям подверглись оба бампера. Площадка под госномер, которая раньше располагалась на крышке багажника, теперь перемещена на бампер. Обновленная оптика обрела светодиодные секции, а сзади BRZ получил отдельный блок с фонарями заднего хода и противотуманкой. Близнец Toyota GT86 подрос в длину на 31 мм, до 4265 мм. Ширина осталась прежней и составляет 1776 мм, а высота сократилась всего на 1 мм, до 1311 мм. При этом вес BRZ вырос на 7,7 кг и достигает 1307 кг в версии с автоматом. В зависимости от комплектации автомобиль оснастят шинами 215 на 45 17 диаметра, либо 215 на 40 18 диаметра. Салон сохранил прежнюю простую архитектуру с новой мультимедийной системой Starlink с 8-дюймовым дисплеем, работающую с Apple CarPlay, Android Auto и цифровую приборку с экраном диагональю 7 дюймов. Графика в приборке имеет несколько вариаций, в зависимости от ездового режима. В список оснащения также входит комплекс систем безопасности iSight. Новый Subaru BRZ построен на платформе предшественника с передней подвеской Макферсон и независимой двухрычажной подвеской сзади. При этом инженеры на 50% увеличили жесткость накручения благодаря новым подрамникам и усиленным основным точкам креплений, что позволило улучшить управляемость на поворотах. Вместо атмосферного агрегата 2 литра под капотом новинки поселился оппозитный мотор 2,4 литра, но тоже атмосферный. Его отдача 231 лошадиная сила и 250 ньютон-метров крутящего момента. Работает он совместно с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом с подрулевыми лепестками на выбор. В штатное оснащение в обоих вариантах трансмиссии входит задний дифференциал повышенного трения. А в автоматической трансмиссии появился новый спортивный режим, позволяющий быстрее переключаться вниз с подстройкой оборотов. Еще он использует датчик, чтобы удерживать коробку на пониженной передаче в затяжном повороте. К сожалению, динамические характеристики новинки пока что не раскрыты. Выпускать BRZ будет завод Subaru в префектуре Гумма, а начало продаж спорткара намечено на осень 2021 года. Стоимость также неизвестна. Новый Subaru BRZ будет доступен только в США, где, как ожидается, получит ценник от $27 тысяч, примерно 2 миллиона рублей. До России спорткар не доберется. Он покинул отечественный рынок еще в 2016 году. Пишите в комментариях, что вы думаете о новой Subaru BRZ. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.